Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Сегодня я хочу с вами поговорить на грустную тему бытового насилия над женщиной. Во всем мире, к сожалению, сейчас эта тема очень актуальна, и Турция не является исключением. С 2013 года случаи летального исхода в Турции увеличились на 75%. Только вдумайтесь в эту цифру. В Стамбуле стоит стена в виде памятника из 440 пар черной обуви каждой убитой женщины. По моему мнению, почему так здесь происходит, здесь преобладает патриархальный вид мышления. То есть с маленького возраста мальчика уже приучают к тому, что он мужчина, он всегда прав, что бы ты ни сделала, он всегда все правильно говорит. И, к сожалению, большинства свекрови здесь, я не говорю про всех женщин, я говорю большинство, всегда поддерживает своего сына. То есть, что бы невестка не сказала, что бы невестка не сделала, сыночек, она не права, ты, конечно же, прав. И здесь, если муж обидел свою жену, со стороны невестки на него придет весь ее род разбираться, защищать. Мы, иностранки, выходим сюда замуж, к сожалению, у нас нет здесь ни родственников, мы одни-одинешеньки. В Турции в 90% случаев развода мужчина, суд оставляет право воспитания ребенка мужчине. А если вы иностранка, то можете про ребенка и вообще забыть. Если, не дай боже, с вами произойдет такой случай, есть 3 номера службы помощи. 112 скорая помощь, едете на скорой помощи, там же в больнице будет присутствовать полицейский участковый, который зафиксирует ваши побои, и при разводе вам это будет маленьким плюсом. Второй номер 155. Это полиция, но в разных регионах есть полиция, есть жандарма. В нашем регионе у нас патрулирует жандарма. Их номер 156. И 183. Социальная круглосуточная служба без выходных, абсолютно бесплатные звонки. Вы можете обратиться за психологической помощью. Там предоставляют жилье, предоставляют еду на первое время. Моя подруга работает кризисным психологом в центре. И по ее практике я могу сказать, что есть женщины, которые после побоев обращались в психологическую помощь, восстанавливались, проходили реабилитацию и говорили, что нет, никогда, ни за что, я больше не вернусь, он мне не нужен. И проходит какое-то время, и психолог узнает, что эта женщина вернулась к этому мужчине. Я таких женщин, тип таких женщин называю жертвами. То есть, чтобы их насиловали морально или физически. И большинство женщин не согласятся с тем, что они жертва, что у них в семье это ненормально, что поднимать руку на женщину это ненормально. Женщины уверены в том, что у них в семье все нормально. А если они не обращаются ни за какой помощью, они винят себя в том, что происходит, что, наверное, я что-то не то делаю, что, наверное, я что-то не то говорю, бьет, значит, любит. Нет, это не работает. Бьет, правила жертвы истощены морально, физически, не обращаются за помощью, стараются об этом не говорить. Скандалы в доме, это в первую очередь отражается на детях, с большими потом психологическими травмами. Женщины говорят, стерпится, слюбится, я ради детей с ним живу. Нет, мои хорошие, никаких ради детей. Дети вырастут и не скажут вам спасибо, что мама, ты терпела побои ради меня, а я тебя просил, я тебе сказал, живи ради меня. Я от этого был счастливым.
Дорогие женщины, кто находится в такой ситуации, вы очень красивые, вы достойны уважения, вы достойны любви и ласки. Ни в коем случае не позволяйте никакому, ни одному мужчине трогать себя руками. Говорите о том, не уговаривайте себя о том, что вы его исправите, что я немножко поживу, это все пройдет. Нет, это не работает. Насильники только увеличивают свой объем агрессии. Сегодня душит, завтра ударил по лицу, а послезавтра он просто вас прибьет. С таких людей только могут исправить психологи, если, конечно, это дело не дошло до психиатрии. Насильниками вырастают обычно дети, которые тоже подвергались, либо их подвергали насилию, либо в семье кто-то из мамы или папы подвергал окружению семьи насилию. Эти дети, разбалованные мальчики, которым нету слова «нет», все для них, все им. Три вида насилия. Первое – это физическое, то есть побои, сексуальное насилие. Второе – это эмоциональное насилие, то есть ты туда не пойдешь, ты это не сделаешь, с тем не общайся и тому подобное. И третье – это социальное насилие. Если вы хотите это все прекратить, если вы хотите уйти от этого мужчины, нужно об этом поговорить с ним где-нибудь в общественном месте, там, где присутствуют люди, как типа кафе или, может, на улице где-то поговорить. Потому что эти люди, какая агрессия у насильника будет, это неизвестно. Вы также можете поговорить со своим мужем, сказать, что это так больше не пойдет, что я не могу это больше терпеть, нам нужно сходить к семейному психологу. В большинстве случаев семейный психолог, конечно же, помогает, но если мужчина говорит, да ты сама виновата, это у тебя крыша поехала, у меня все в порядке, это у тебя проблемы, и я никуда не пойду. Нехорошие таких мужчин нужно бросать. Если вам было полезно видео, поставьте лайк и подпишитесь.